видно, визжать истошно. Это нормальный матч, на мой взгляд. Что Италия, в моем представлении, умеет только аимить. Но пул такой немножко. Ну, на контроль. А в Индонезии там какие-то мега смешные челы. Ну чё, я на перекур. Сейчас включит следующий матч. Так что готовьтесь. Я думаю, на этом канале должны включить. Ну да, на лайфлайна помашним. Че, приду. Перекур. Да сейчас спрошу, придет, не придет. Че там, началось? Что-то как-то... Надо еще принести себе. Сейчас приду. Да, два стула стримит, новая хуйня. Короче, фалон от гонга подзаснул. Ой, ё-моё, убаюкивающий, реально. Ой, ё-моё. Чай, сердцем ткнул. Спасибо. Угу. Привет, Мэш. Привет. Здрасте, здрасте. Не того уложил. Ой, блядь. С каким Швецией? Да, Швеция там вообще развалила в салат.
А напомните, Индонезия это тот набор руинеров, которые каким-то раком выигрывают, или это другие? Или это челы, которые альтернейтят всей командой? Ну, кстати, да, я за Италию притоплю, потому что... А будет стрим под классическую музыку отдельный? Италия играет только на мод 1 и DD1, две карты. Но зато как. Ну, Италия, по-моему, еще ни разу не миссила на Т1. И на мод 1 у нее хорошо идет. А что там по пикам банам я просмотрел? Это что, пик Индонезии или кого вообще? Кто смотрел, кто держит курс? Кто пикнул эту хуету? Они типа решили весь джим в пуле пикнуть против Италии. Ну смотрите, слева будут пикать все карты, где нужно эймить, справа будут все карты, где надо жать. Короче, будет это. Играли два... У кого карты быстрее кончатся, победит. They have some very good players overall in their team, but they have one star player, and for Italy that is Arj. And we're going into this no mod 3. Ну, мне кажется, жать научиться внезапно сложнее, чем внезапно аимить. Ну, что-то Кория Вакана выглядит как какой-то глафруинер, если честно. А есть подозрение, что впервые увидел стрим, и его выпустили на нее просто, чтобы он был там. А справа все спокойно вроде. Да гонг пока не нужен, забей. Эта карта, ну, фришная для чела справа. Ну, чел... А чё чел справа? Думались на мод 1 Т1? Ой, на мод 1 забанить просто. And there goes Ryuzaki, so that's their last FC, and he was down at 91 AC anyway, so barely hanging on through that far. This one's gonna get out of hand very quick. It's only 2 minutes long, so fortunately, the pain that Italy is currently suffering, they won't have to feel for too long. And if you saw their match against New Zealand, ну, значит, сейчас будем смеяться. This is how this is gonna go. It's just a team that's not great at tapping mechanics. Unfortunately, that's not what they built their team around. Ну да, выглядит как фри-матч для чела справа. Ну, сейчас я бану посмотрю и скажу, насколько приличный. Ну, просто чел слева вообще сжать не в состоянии. Проблема в этом только. Indonesia's going to get probably a couple free points on this skill set, and that's just something Italy is going to have to deal with on their own picks, because they're not going to be competitive on these. Indonesia has historically been a very strong speed team. They have very good tapping mechanics players. They have these super high level. А что, Италия это типа троллинг баны? And that's what they're going to try to leverage here in this Чего? matchup. Италия нам 2 забанили? Они типа сейчас будут играть весь даблтайм. Они это понимают вообще? Все подряд. Причем. With 97 AC on both, very solid from both those guys. And yeah, that was how I think it was always how that map was going to go. Italy was really just never going to be competitive on that one, and indeed they were not. But that was Indonesia's first pick for a reason. They were very comfortable with it, and they performed really well on it. Да там Япония 4 карты отжала Германии. Интересный матч был. О, началось! Это будет единственная победная карта от Италии, я надеюсь, или будет больше. О, пошло! They have had some solid aim scores in the past, and this is going to be one of those maps that you expect Italy to perform really well on. Ну, сейчас будет показательное обрисование, походу. Лайфлайн покажет, кто умеет аимить. But you also got that noob guy. You also have Hakui Kiyori, who plays basically everything outside of tapping mechanics. So he's gonna be pretty good. Так, выходит Кирочи, нормально. I'm trolling here a little bit. I take it back. I was looking at other results. But русский. Yeah.
So yeah, TLDR, Italy are going to be going into the next strongest pick outside of Hard Rock, but Indonesia are going to be a good threat on this. Ну так, смотри, они возьмут НМ1, какие-то хардроки, Hidden 1 пикнут еще. Придется, походу. Что еще надо поиграть? А дальше хрен его знает. Я не знаю, что дальше им играть. As evidenced by the fact that we just saw a speed map in Nomad 3, and here we are seeing not just a aim map in Nomad 1, much like the past few weeks have done, where it's a little bit different, you know, it throws a little bit more at you than just how far... Ну да, Энчейнс, я полностью согласен, что это слишком фришно для Индонезии в плане пиков. Они еще забанили максимально тупо челы в Италии. Не зачем-то пошли банить R8 вместо того, чтобы забанить просто ДТшки. You know, the raw aim players maybe not taking quite as big of an advantage from this as they would otherwise, and I think this is going to be a very competitive one, as you mentioned. Italy a very strong забей, челы в Италии думают неправильно. Они как будто вышли играть, я не знаю, против Киези, Мрека и этого еще кого-то. И банят то, что они не умеют играть. Ну типа, у нас плохо идет R8, а они не думают, что у челов справа может тоже плохо R8 идти, а им вообще до пизды на это. А то, что челы справа кроют ДТшки в хорошую камбу, им вообще поебать, а у них там, дай бог, один фигашнет. Going into Italy's first pick, their attempt to try and even up the playing field here. Keep it 1-1, not keep it anywhere near one-sided. It's a dangerous first pick to go into. They're not going to pick one of those maps that are certainly in their favor on paper. But it's still a map that I'm expecting good things from both of these teams. CS 4.4, slightly higher CS than you would expect. Посмотрите, если Италия проигрывает эту карту, то они лузают матч в 0. Информация вас устраивает такая? Что-то разнос не пошел. Да Инчейнс это очевидно. Ну всем очевидно, кроме челов из Италии, видимо. Даже нам, кто просто под пиво ОВЦ смотрит и наслаждается контентом. Но я думаю, много кого в чате очевидно такое. Так, ну короче, понос на лайфлайна. Мне кажется, что ему пора миссить эту карту. Он слишком сильно разоимился сегодня. It's just Shadowmoto and Kurochi holding on, whereas on the side of Indonesia, you're looking really good. Not only holding on to more combo, but holding on to FCs. Lifeline, that а что, Индонезия сегодня в зоне или что происходит? Вообще пора мисснуть, ребята из Индонезии. And yeah, sure, you may have seen a drop some Shadowmoto and Kurochi, but that's not going to be enough for you to hold on anything back and keep it anywhere near Indonesia, who with that big jump section still holds strong. Yeah, coming out of that first KI with a triple FC is huge for Indonesia when there's only one FC on Italy and no backing combo for Shadow Modico whatsoever. And it's not even FC, it's only a 450 combo, he's 150 combo behind the FCs. Ну, спешу вас разочаровать, походу в салат. Да, я покажу в гон, когда стучать буду. Я пытаюсь на ДТ помашнить, но мне кажется, это бесполезно. Ну, лайфлайн красавчик. Так. Arch and Kurochi starting to build back. The middle line is well, this will get very interesting now. There's a third of the map left. Oh, a chance to bring it back. Arancina's going to drop, but that's not one of the bigger combos that you want to see. You've got the two recurrents from both Arch and Kurochi to try and keep this alive. Rose the only one able to suppress one of them, but that leaves Arch completely uncontested here. And there's a little bit of a guitar solo section here. A few really scary jumps there, but there's Kurochi. I think that's a big advantage gone with Arch dropping as well. Complete collapse from Italy. Whereas on the side of Indonesia, you still have those recoveries there. The trifecta of the beautiful combos of Lifeline, that noob guy, and Dito, despite falling down, they keep it alive for Indo. And that lead is only going to expand more and more going into the ending of this map. Italy, unfortunately, not getting the pick that they hoped here, not getting the even map that they wanted. It's going to be 2-0 Indonesia going to the ending section of this map. Не, жаль Италию, очень жаль Италию, но это походу конец. Я уже после вот второй карты чувствую, что пахнет очень сильно говном.
But Indonesia, man, just getting the performances they needed on that pick, right? It's a У них топ-2 скор в квалах на има-картах. У челов слева. Они сыграли лучше всех практически. НМ1. And here, Argentino down at 334k, 12 misses, not his best. Да там такая 6-стар залупа, что там 0 ФК. Понимаешь? Там 0 ФК на карте. Ну, типа, очень мало людей ее покашло стабильно. И ДТ-1 у них хороший, скоро у Италии. На старых картах, но здесь ДТ-1 вообще другая. Не, это сложный пул. Ну такой, знаешь, есть карты просто на очко, но есть карты, где прям очень сложно ФК выбить. Типа там ХР1 выглядит как полная жопа, например. Хиден 1 сложный, НМ4 сложный на ФК. НМ2 ФКшный в лобасе проблематично. Просто проблематично. ДТшки плотные все. Ну типа знаешь, не пивные полностью. Ну там что-то делать уже надо. DT4 is kind of more of a control-y map, isn't it? It's less of the tapping stamina. DT4 is kind of an in-betweener. Не, Аполлон спит просто. Ну, дайте человеку поспать, пусть отдохнет. Он с самолетом прилетел. Спал мало. Ой. Так я его еще и пивом напоил. Ну, по-моему, и накормил вкусно. Вы еще скажите, после такого грех не поспать. Я думаю, что, да, Укры должны без шансов Таиланд крыть. Ну да, это абсолютно очевидно. До закрытия ДТшками сейчас будет. Сколько у них 3 пика на ДТ? У челов справа. И все 3 фришные. Это уже 5. Ну все, это победа. По идее, да? Да там, мне кажется, что Леспери далеко не все карты сможет сыграть. И нужно просто понять, какие он не играет, и пикнуть их. Они выиграют. Yeah, no sense holding back at this point. You get that early break point, you're gonna feel like you want to make sure you get it consolidated, so you're just gonna go, okay, what's our second best pick, assuming that Nomad 3 was their absolute best pick. Да не, у него, как его зовут, я его на диван поселил. Я на кровати буду. На таком пуле Казахстан уже не выиграет. Слишком сложный пул. Каменщик соло не закроет. Не, китайцы выиграют. Китайцы выиграют, там лол в состоянии. Это пул под них нормальный более чем. Ну, в теории звучит, знаешь, что в теории они закрывают. У них ДТ-ростер, ну, такой себе. А вот все говнище, это прям под лолов поиграть. Да, я думаю, мы вместе с Фалоном будем сегодня сидеть, а он спит. Вот, поэтому такая фигня. Я его не осуждаю, я сам немного сонный. Потому что мало спал. Мне грустно было. Очень. Смотрите, все помнят, что ДТ-3 это имакарта на самом деле скрытая от пули. Тут единственное, что нужно делать, это попадать. Все давно купили вутинги в состоянии 6 нот пробить хай БПМ. Так что шансы, возможно, даже есть у Италии, но отрицательные крайне. Привет, Вирус. Leave Kirochi at a 600 combo and Ryuzaki's a 400 combo. Привет. Triple FC still looking good for Indonesia. Ro Lifeline and Hakui Koyori, and that's the 99 AC on Ro as well. He is more than comfortable on these types of maps. Generally speaking, their highest player on mechanics. Надо будет завтра купить закусона. Просто гребаных этих, как их зовут.
And this is again just looking like a very one-sided high BPM pick, much like we expected it to be. Солений всяких. Знаете, чтобы Россию поддерживать было приятно. Да Шашлы, ты понимаешь, мне кажется, Шашлы может делать быть западло. Ну, кстати, если что, Индонезия очень хорошо играет карту. Очень хорошо играет карту. Очень хорошо. Я даже удивлен, насколько. Очень сильный перформанс от Индонезии, между прочим. Surpassing that 1 million mark and giving Indonesia that third point on the board. Кто-то спрашивал про шашлы, ты понимаешь? Сразу после приезда фигарить шашлы, это вообще не... Мы с Фалоном тут будем сидеть почти месяц. И за месяц, я думаю, нам нужно будет занять себя чем-то. И шашлы — это хороший вариант развлекухи. Постримить под шашлыки, пообсуждать там всякую хуйню. Man, that Rosemi Lovelock score looks so wild in context of the rest of Team Indonesia, where you have 3 FCs and then a sub 300k worst score in the entire lobby, but it just didn't matter at all. That is Indonesia just flexing their muscle on these tapping mechanics maps. They were unstoppable on that one. That's gonna be, and it's interesting. I'm curious how that score holds up over the course of the weekend because it is still a triple FC. But it's a triple FC that only ended up with 3.6 million because their third score was not, or their fourth score was not so great. Ладно, за стрим потише. Да без проблем вообще. Могу вот так сделать. Американцы слишком громкие. Вы, может, орать сильнее стали? Но игра выглядит пока максимально каловой. Ну давайте думать, что вот я в Италии живу, что я хочу пикнуть против этих челов. ХД1 я, наверное, пикнул бы. Чувствую, что я хочу ХД1. Прям запах. Да, Фалон приехал. Макароны, пиццу. Lighthearted when you see Indonesia just completely shredding 3-0, but this is the pick we're expecting Italy to excel on. Точно, я забыл гонг постучать. Давайте постучу. В честь начала. Не пикнут альт вообще. Интересно. This one is one that I expect Italy to really shred it. Yeah, alt tech is exactly right. Подождите, я анонсирую начало. Very tricky alti patterns, and of course, Хорошо. But this is I think, much better pick for Italy than I really even felt Nomad. Да, Фалон спит, я тихо поэтому ударю. This is something that lines up with their skill sets a little more reliably than it necessarily. Да спит он, спит он. That it necessarily does, excuse me, for Indonesia. So hopefully, you want to see him get on the board here. You want to see this match competitive. You want to see Italy putting their best foot forward. And I think this Hard Rock 3 is a good place to try to get things back on track after falling a quick 3-0 behind. You keep your 3 best players in with Shadow Monaco, Arch, Kirochi. You keep Chino in, who, again, maybe not having the best day yet today. Да, Инчейнс осуждаю, но с другой стороны база, понимаешь? База, тут пикать как будто нечего вообще в пуле. Очень тяжелая ситуация. Yeah, I think honestly it was just that mispick of the normal one which has put Italy in this really tough situation. I mean, you would have assumed going for that first pick, maybe it's saving the hard rock maps that they had left, or one of the free mods, keep that slipped in just before the later stages where you really need it the most. And that's given Indonesia that really dominant 3-0 lead at the moment. But outside of that, honestly, it hasn't really been too bad. Italy, I really hope it hasn't affected the mental game or anything like that, because this really is important for Italy to win. They've got to take this one, otherwise Indonesia are going to be so far ahead to the degree where it could be insurmountable. Мне казалось, что челы справа нормально играют такие карты, не? Вот альтилки всякие, унылые альтилки у них получаются более чем неплохо. Мне всегда так казалось. Ну что-то сегодня Кироч не в зоне, это меня еще смущает. Если этот игрок за Италию не душит все на свете, то у них обычно жопа. And we're going into this first Ki build up to come through. Kirochi's going to drop first on that space low alt stream, but there's still a lot to go. Here's the main control section now. And small advantage here solidified for Indonesia with that combo lead here for Ro. But it's still anyone's game here. No big drops from any more of the FCs outside of the 2 combos at the start. Indonesia are going to start pulling this ahead just a little bit. Да, Kirochi это That's the first drop from Indo, and that's going to be a good advantage to solidify for Italy as long as they hold on towards the end of this Ki.
Это что, пул под Индонезию или что происходит? Вы посмотрите, как они хорошо играют. Ну, без шуток, у них не все так хреново. Они не выглядят как команда бомжей каких-то, которые не в состоянии подать по кругам. У них все очень хорошо на карте. Либо Италия машнит с пиками и пикает их лучшие карты, либо происходит нечто невероятное. И они за ночь научились играть, потому что даже Назуна Амамия попадает сегодня по кругам. Запредельный перформанс. На Виктора Черепа всю ману запустить, да можно. Yeah, you really cannot afford to have a three-way miss like that at the end of a difficult section that comes into a slower part of the map. It is going to be Indonesia able to build up a pretty massive, comfortable lead because this section just doesn't throw anything at you that's challenging. Видите, вот этот чел Арч, ему уже там просто у него, он сейчас с ума сойдет от ужаса. Можете на его посмотреть мувменты, вообще охренеть. Там чел пишет, что он с тремором не попадает, вот посмотри на этого игрока. Как он борется, сколько в нем сил. Какой там воин сидит просто на Ардже. And that is so impactful when you're able to hold into them and the other team isn't, because Indonesia now has a big cushion coming into the last quarter of the map. There's still сколько концентрации, сколько силы воли. Ебать. Ну да. Ну там настоящий самец играл. Обидно, да? А чё, челы справа реально за ночь играть научились? Что происходит? That's the big combo, 100% gone. You've got some good recoveries on that slow section from Italy, but outside of that, it's all Indonesia. Dito the only one dropping. That's the last combo you want to see gone from Indo. Не, еще Индонезия неадекватный перформанс сегодня. Они походу поверили в себя или что происходит? Против раков играем. Фрикатка, можно не волноваться, вообще ничего, все равно выиграем, даже с закрытыми глазами. Но это очень похоже на то, кстати. There could have been a much bigger chance, a much better opportunity for Italy to maybe bring something back. Ну чё, лайфлайн, альтернейт, ему не запрещено выходить вообще играть. Он выходит альт играть, когда его можно просинглить. Yeah, you said it. It is really just the three-way miss in that first ski eye from Italy. Shadow Modico did close out the S rank, which is cool to see, but that three-way miss. Не, ну справа хорошо, очень хорошо. Достойно. Ну, кстати, Германия, я тебе отвечаю, Индонезия закончится на моменте, когда там всякие Германии будут, если у них дальше матч. Надо посмотреть. Потому что они испугаются. Ты понимаешь, что такое испугаться? Тут они играют, им вообще поебать, они зашли против ботов как будто, по ощущениям. И угорают. Ну или там плюс мораль дикая, или пул очень сильно им зашел, или их лучшие карты пикаются, я не знаю, что происходит. Но они бы реально могли Германию выиграть сегодня, вот таким вот, таким перформансом. Ну, слушай, если у них на этом же пуле игра с Германией, то Германия земля говном. Они очень неплохо играют. Но в Германии играют не полные дураки. Я думаю, что они им прибанят просто лучшие карты и все. А что с Италией? Ну, не попадают, боятся страшно челом. Плюс они не забрали свою лучшую карту на ФП, обосрались, забанили карты, которые бы против них не пикали, и пикают карты, которые очень хорошо идут у Индонезии. Прям очень хорошо идут. Не, Украина там фри-матч пока. Украина хорошо играет. But that's just not been the case, man. And Indonesia, not only outshining in flexibility and in obvious strengths like the mechanics, but just have much better form than we've seen in this tournament. I mean, T1G, when you saw Indonesia in the round of... Очень странный перформанс пока что. Не знаю, я ожидал от этого матча намного более плотной фигни. Я надеюсь, дальше будет лучше. Давайте посмотрим. Пока перерыв. Ну, это 100% же должна быть заруба века. Это же Мелвара команда, да?
Мелвор за Норвегию уже. Легенда играет. Ёпаный рот. Ой, блядь. Ладно. Ну, фри для лолов, походу. Абсолютно фри причем. You know, with the 5-1 last week over Turkey and now a 4-0 lead looking like quite likely to go to 5-0. Хороший Вингейл, нормально, опасно. Бля, ну как можно было ДТшки не забанить? Ну, сука. Ну вот кто придумал баны в этой игре вообще для кого? Матч меня разочаровывает. And I also find it, slightly off topic, I find it very poetic how Ukraine were abusing them in the tab mechanics. Что будем делать в перерыве между играми, кроме как грустить? Я предлагаю пройти какой-нибудь тест на IQ. Или что-нибудь на уровне. Чтобы мы поняли, кто в чате. Я думаю, вы можете уже заранее искать смешные варианты, что можно пройти, я буду благодарен. Потому что, ну, вы понимаете, там еще одна ДТшка есть в запасе. Осуждаю в чате. It feels like we're a little bit of a broken record here. Indonesia has picked 3 straight tapping maps, and they have now, you know, begun to dominate 3 straight tapping maps. It's just the skill set that works really well for them here, and it's a skill set that is not going to go very well for Italy. Ну так, алло, в Италии никто не жмет вообще. Ну, типа, вообще никто не в состоянии не жать. Просто 0 шансов у них нажим. Пули 4 даблтайма, и все даблтаймы нажим. В всех даблтаймах хоть чуть-чуть, но нужно жать. Особенно в 3 из 4. И они забанили 0 ДТ. А еще есть NM3, где тоже нужно жать. Они его тоже не банили. И смотреть на это зрелище, ну, как минимум, грустно. Это тупо ошибка на банных-пиках. Как будто челы думают, что их статистику никто не смотрит. И как будто они не смотрят статистику других челов, вообще им просто срать на нее. Не, опенинги не хочу. Опенинги нет настроения. Да вот, кстати, викторины типа своей игры, это прикольно. Мне зашло. Да там перерыв маленький будет. 20 минут перерыв всего. Там не посмотрим никакое телешоу, если только не какой-то на ультракал. Хотя хотите? Можно рандомный выпуск «Сердец за любовь» включить. Я думаю. Нет, там, алло, там 20 минут перерыв всего. А можно тестики поделать? Слабое звено час идет. Мы не успеем. Ну и алло, тут половина людей сидит, как бы под пивко, работяги с завода пришли посмотреть, как мужики там это беснуются в кругах, а ты им предлагаешь умные вопросы. В таком состоянии нужно либо философствовать, либо проходить тупые тесты, либо смотреть телешоу для домохозяек. Это оптимально. Я сегодня такую отвратительную пиццу ел, вы бы знали. Такой дерьмо. Че, Италия будет пикать? 3-2-2. Все, официально. Ой, ё-мо. Вы поняли, до них дошло, что, короче, они обосрались с банами, и они решили, ну, типа, покекать, пикнуть ДТшку.
Ой, много ДТ в поле, много где жать надо, сука, 200 БПМ, много где. У меня в команде ни один игрок не жмет 200 БПМ, это нечестно. Мы не забанили ни одну карту, они же не знают, что мы не умеем жать 220. Ой, блядь. Ладно, все, я заткнул ебальник свой. Просто меня бесит такое. Ну, бесит, когда люди не думают над банами. У нас то жмет, только... Там все это жмут, стоит просто, понимаешь, там вот такое все прожмут. Там жать уметь не надо, там просто нужно базу иметь, и все. Ты стабильно аимить важнее намного, чем жать. Тут карты все, это бёрсты, коротенькие стримаки, и все. Тут не нужно быть ультражимером, чтобы такое играть. Нужно просто, ну, в зоне быть, все. Фалон спид. I'm sorry, but I would not have expected Italy to have picked this against Indonesia. Не, просто абсурд. Бывает. Ну, такое бывает просто. Не, Италия всегда проходит, ну, вот как-то так. Да грустный разнос салат. This one, sure, fine. It's not raw speed. It's like 210 BPM. That's fine. I'll take that one, alright? But this is still tapping mechanics. There's still loads of finger control. There's loads of doubles and a few quints as well. There are doubles into quads, doubles into quints. Lots of tapping in there. And with the double time applied as well, you're going to have to be quite rapid with this. And Indonesia have proved time and again that they're the better, faster team. I mean, this is just ну, смотрите, вообще, в этой карте жать уметь, ну, особо не надо. В теории. Но челы из Индонезии очень хорошо комбят карты с более-менее высоким АР. И неплохо играют альтернейт. Наверное, очевидно было бы пикнуть низкий АР. Или, может быть, что-то необычное. Индонезия въебала Украине 0-5, потому что Индонезия не может играть против такой сильной страны, как Украина. Там лайфлайн выходил по синглтапить, альтернейт. And Arj with that great recovery despite that early drop still looking good. Actually, it's quite looking good for Indonesia. Maybe I shouldn't have doubted them. Maybe I shouldn't have been so bold here, because it seems like Italy are bringing it back now. But Indonesia still remain to be that big threat. That noob guy in Rome still have the recovery. Да, Украина, если что, UK могла выиграть на прошлой неделе, им просто не повезло немножко. Ну, мог тайбрейкер просто. Выиграть-то она вряд ли могла, но тайбрейкер мог быть. Если бы удача была на их стороне. Кстати, смотрите, внимание, Кирочи наконец-то устраивает засолку вместе со своими братками. А справа челы увидели карту, где нету ультра-стрима с геймплея, и срут штаны. Слева очень хороший общий скор. Очень хороший общий скор. Очень хороший скор у Италии. Извините, что отвлекся. Сейчас будет ДТ-1 пик. Сейчас будет ДТ-1 пик от правых, и это похороны, скорее всего. And a 627k backing score from Argentino quite good as well. So 3 ляма на ДТшке, это не так много, как ты думаешь? Это просто норм, эта карта не сложная. Yeah, there's DT1 left in the pool, but that's a lot more about the aim than it is about the tapping mechanics. So Indonesia, for the first time in this match, now that they weren't able to close it out. Обычно DT4 намного сложнее. Это наиболее фри. Ну смотрите, сейчас DT1 возьмет Индонезия. Если не возьмут DT1, то это выебоны пошли. Да, они берут DT1, потому что это абсолютно фри-карта, но помесают все на джампах. И может быть равная игра. Наконец послушаем нормальный трек. Проблема в том, что челы слева не особо могут прожать.
Бля. А стоило ли пикать ДТ-1? I think there's a little bit of potential for Indo to potentially take this. But, yeah, I believe... Hold on, let me just quickly double check, see if I can get my stats right here. Yes, so... This double time one... Чё, Кирочи напросила другую карту? Пик другую карту, плиз? Или я не понял, что произошло сейчас, только что вы видели это? Че это за хуйня? Пик, он это... Навзяла на этого. Ё-моё, на мужика схватила. Достоинство было ущемлено. Да Италия ДТ-1 просила? Чё? Алюм, го в понедельник спишемся. Я тебе напишу. Если что, наспам мне просто в ВК, я... Вдруг у меня из головы вылетит. Мы сейчас разберемся, Фалон там спит вообще, типа... Так бы я... Ну, мы типа легонько так, знаешь, ну, для разогрева начали. Ну, он прилетел же сегодня только. Ему тяжело там после перелета, вся вот эта херня, машина. Ну, ты прикинь, он через всю Москву еще тащился, это же просто похороны. Я просил его еще к моей маме заехать по дороге, ну, вообще, короче, эпопея. А тут я такой веселый, с холодильником полным пива и... Ой, ё-моё. Не, я не буду пить много. Я так чуть-чуть. Ну, для интереса, знаешь, чтобы просто смотреть такие матчи было не настолько... Че, я так и не понял, Италия хотела ДТ-1? Или... Стоп, или это много... Может, это 200 IQ move? Ты типа пишешь пикает бенгер на карту, где нужно жать и аимить. И челы думают, что вас похоронят и решают пикнуть другую карту. They got some great potential to take this over. That newly found chance and momentum, especially winning on a control-heavy map. With that hit of aim control. Гонг на стул реально можно поставить. Это хорошая идея. Хорошая идея. Ну, смотрите. Не зря мне казалось, что Индонезия хорошо играет Альт всю жизнь. Ой, хорошо. Диктор когда-нибудь останавливается на подышателе попить, да он сверхчеловек, забей он там, блять, азбуку Морзе готов выстукивать только голосишкой своим. Значит, Hard Rock 3 было самым тупым решением, потому что у меня тоже были ассоциации, что если чел справа только альтернейт состояние играть, ДТшки. Значит, Hard Rock был максимально тупой идеей. Почему не намод? Почему не фремот один? Сука, сложный матч. Сложный матч понять по пикам, что у людей в голове. И чё они статистику не смотрят. Типа, ладно, я могу забыть, да, что, например, Индонезия заебись интернет играет. Ну, потому что не мне играть завтра против них, у меня там 25 матчей посмотреть надо, я все не упомню, очевидно. Хотя таблицу посмотреть, там 2 минуты делов, в принципе. Ну, чё, челы не думают. Короче, странно. Нет, не 200 IQ move, потому что Индонезия норм играет альт. There is still 2/3 of the map to go, but that is going to be Indonesia taking the lead. It's going to ramp up to around 100k here pretty soon. With those closely knit tight angle jumps during the Kiai, it led to a misbreak there from Ryuzaki, which doesn't really show a sign of discomfort. Just a small mystery, but that's going to be some catastrophic. Пока что ощущение, что люди очень сильно теряются в большом мапуле и не могут собраться, что они хотят брать. И... Ну, начинается, короче, какая-то то ли машина у них, то ли еще что, я не знаю. Здрасте. Ну, короче, происходит позор неимоверный. Здорово. Ну ты посмотри на эту хероту. Угадай, что игралось в пуле, кроме No Mod 1? Они, знаешь, что играли? Они играют против Индонезии только альтернейты, а Индонезия пикает ДТ. Что со счетом? Что-то вообще плохо. Даже фейсбук не Здорово. Всем здорово, ребят.
Я спал, если чё. Пропустил интересный матч, судя по всему. Не, ну... Ну смотри, на хидане 3 так-то нормально. Не, ни хрена. Тут проблема в том, что вот эти челы справа, они только в состоянии играть в интернет и ДТшки. А этот чел ник поменял Назу на Амими? Кто это? Я не знаю, кто это такой вообще. Это просто какой-то ноунейм, но он попадает в альтернейт. Как из подвала выбрался. Мне ключи оставили. Бля. Ну, короче, максимально странный матч. Потому что у меня всегда было в голове, что вот эти рхо, всякие челы, они только Стримы игры. альтернейт. Ну, интернет. Они альтернейт играют. И ДТшки. Сегодня они офигеть как сыграли хорошо. Хорошо Очень сыграли. хорошо. Италия взяла только ДТ4. Ну блин, ну Италия, наверное, посыпалась в плане скилла. Хотя чел вкашнул карту. Чел вкашнул Ну карту. это самая легкая, наверное, карта. Так, а я гляну МПшку. Что-то они вообще посыпались. Дай-ка секунду. Я МП-линк где? По-моему, посмотри в чате, помотай. Вверх, помотай. Легит Про, чё? Где же тест? А чё написать надо в чат, чтобы мне было... О, погнали МП-линк. Пеппи, сука. Здорово, вирус. Да-да-да. Это Смотри. все карты, Шелмор. Это первая? или чё? Да, это первое. Это NM3. Ну вот, да. Ага. NM3, ну ты видишь, они типа не в состоянии играть. NM3. Ой, вообще плохо жмут. Это NM1. А им, ну слушай, А они им тоже плохо сыграли, но плохо не смогли им Хотел сыграть. привести, Дальше ДТ пошли им сыпать. Типа, насыпали им А ДТ. чего тут так жестко сыграть? Это Это четвёртый, да? это третья, трёха. Это они альтернейт хардовики пикнули. Смотри, что делают. Нормально сыпят им за шиворот. Здесь тоже хорошо. Ну это неплохо, да, неплохо. Ну и вот, Италия ультанула, все. Как футбольно взяли. Ну типа, да, вот он. Главный игрок сборной выкатился. Пятый игрок вышел на поле.